Serhii Bohachuk, how's it going, man? How are you? Ничего, нормально, все, спасибо. Ты как? I feel like not a lot of people know where you're from and just generally about your background and a little bit about yourself personally. So let's just talk about that. And, I'm just going to start with this question. Where are you from? Ну, я вообще сам с Винницы. Hmm. Родился в Винницкой области с 7 лет. Я живу в Виннице. Hmm. Там учился, там начал боксом заниматься. Ну и все Hmm. время, пока не переехал сразу жить, жил там. Tell me about your family. Do you have any brothers or sisters? У меня 2 старших брата есть. У меня 2 старших брата. У меня все спрашивают, занимались ли они боксом. Нет, боксом у меня в семье никто не занимался. Вот я один. Чем Ну, они занимаются спортом братья-то? вообще не занимались. Спортом они вообще не занимались. Uh-huh. Один строительством занимается, то есть, а второй машинами. So how come you got into boxing? What made you, start box and what influenced that decision? Ну, я вообще, вот у меня мечта с детства была научиться драться. Я, вообще вырос в таком районе, вот, что надо уметь постоять за себя. Вечно, все детство дрались. Hmm. Это у меня мечта была, чтобы, просто вот я на бокс пошел, изначально я пошел на бокс, чтобы уметь постоять за себя. Я То хотел есть, вообще пойти, у меня не было конкретной цели там заниматься боксом. Я просто хотел вот пойти вот на какую-то секцию, чтобы уметь постоять за себя. мгм. А так получилось, что на то время у нас все секции были платные, а у меня вот в детстве возможности такой не было, чтобы платить. Мгм. То есть особо денег в семье не было в детстве, и все секции были платные, из-за этого не было Мгм. возможности пойти, но как-то в один момент в школе пришел вот тренер по боксу в школу и вот предложил заниматься, говорит, вот секция бокса, вот так вот, рассказал, что как. И вот сказал, что бесплатно. Вот для меня Мгм. вот это, что бесплатно было. Вот, класс. Все, вот я пошел. Еще Мгм. там 2 друга было в классе, их взял. Мы пошли, нашли тот зал. Мгм. Ну вот, посмотрели, что как, и начали ходить заниматься. And so, what about your parents? I mean, obviously, boxing is a dangerous sport. Did they approve of your decision? Was that like, did you have to ask their permission? How did that work out? Да, как бы не были против. Знаешь, вначале это было, не было такого там как решения. Вот просто пошел заниматься боксом. Вот просто, Да. чтобы уметь постоять за себя. Мама Uh-huh. как бы против не была. Ну, то есть, хочешь, иди попробуй. Вот так Uh-huh. пошел, попробовал. And so, Sergey, during your amateur career, were there any difficulties or obstacles, something you had to deal with? And if yes, then how did you overcome those difficulties? I mean, it's a tough sport. Знаешь, вот у меня самые такое тяжелые такие моменты, вот я очень это мне запомнилось. Вот у меня самые тяжелые моменты были вот такие вот в начале, когда я тренировался. Вот когда ты идешь на тренировку, ты приходишь в школу, ты идешь на тренировку, вот весна, хорошая погода, вот все класс, все вот выходят на улицу, все гуляют, все веселятся, вот ровесники все. Mm-hmm. А ты вот берешь сумку, идешь в это время на тренировку, вот становишься вот в пары, получаешь, отдаешь, вот с такой головой возвращаешься с тренировки, весь короче, Mm-hmm. в ссадинах, Mm-hmm. весь, вот это самый такой тяжелый это для меня был момент вот тогда. Вот. Мне это очень запомнилось, вот, когда ты вот идешь на тренировку, все гуляют, все веселятся, вот, хочется эту сумку пойти оставить и выйти вот, Да-да-да. погулять со всеми, где-то пойти, классная погода, солнышко, знаешь. Ага. А ты вот идешь на тренировку и пашешь. Вот так, То это есть для меня это... было очень тяжело, но я это вот так сказать, переломал. А почему переломал? Мне в этом помог еще много мой тренер первый, Мгм. Янковский. Он в этом плане очень был жесткий. И вот на тренировках, вот если ты вот раз прогулял, второй прогулял, он выгонял просто. Выгонял с тренировки и больше не принимал. Мгм. А для меня это было очень важно заниматься. То есть я Мгм. хотел тренироваться. Я вот на тот момент, когда я был маленький, не маленький, да, маленький, сколько мне же лет, наверное, 16 было, Мгм. 16-17, я очень хотел тренироваться, я очень боялся, что меня выгонят. So obviously you started boxing, for personal reasons you wanted to learn how to fight, but at what point did you realize that, hey, like this is something that I'm good at and I want to do it and I want to compete? What was how did that happen? Оно вот как-то так пришло само. Я изначально начал заниматься, чтобы уметь постоять за себя, Ну да, а потом же, когда начал что-то выигрывать, заинтересовало, и так оно вошел в пошло. азарт, да? Да, вошел в азарт, и вот мне еще повезло с тренером, он у меня тоже такой грамотный, он как Мгм. тренер и как человек. И вот у меня был просто такой же момент переломный, когда уже я школу заканчивал, и я вот поступал учиться в колледж,
Мгм. И уже, ну, уже сколько я был, мне 17-18 лет, и уже такой переходной момент, что вот и деньги уже нужны, и уже взрослый такой парень, не хочется куда-то выйти, и туда, и Да. сюда. Уже был такой момент, либо завязывать с боксом, идти куда-то на работу, Мгм. либо продолжать заниматься боксом, но откуда брать деньги надо было. И Так. тренер мне вот в тот момент, вот тренер нашел мне спонсора. Вот просто я пришел на тренировку, мы потренировались, и в конце тренировки подходит мне тренер, вот дает мне денег. Вот тебе деньги, вот, говорит, каждый месяц тебе вот будут столько же давать, я там с человеком договорился, вот каждый Мгм. месяц тебе будет давать столько же. Вот для меня это была очень тогда поддержка большая. Мгм. Вот плюс стипендию я там получал, и вот получал там, ну, денег в месяц, на то время это было 1000 гривен, Мгм. и плюс стипендия там 700 гривен, это было хорошие деньги, и, что ты понимал, у меня мама тогда зарабатывала зарплату месячную столько где-то Ничего себе. 2000 гривен, а Мгм. я уже тогда зарабатывал в боксе. Вот Ну, так то тренер, а есть деньги потом, ты в дом когда я приносил уже, уже да, тоже? да, 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 вот тогда вот в тот момент вот меня тренер сильно поддержал, и Мгм. оно так пошло, я потом уже выиграл чемпионат Украины, потом мне Мгм. еще дали денег, и вот я уже начал зарабатывать. So it was close to 2016 Olympics, and by that time you were already a very promising boxer. You won several championships in Ukraine, but unfortunately, we didn't see you in the Olympics, and I'm assuming that you were eager to get there as well yourself. So I was just wondering if you can talk a little bit about that. Такая ситуация, я, не я еду, знаешь, то есть и либо меня вести, либо не вести. И знаешь, и мне вроде тренироваться, и не тренироваться, и меня, не меня. Но и в итоге уже под самый этот турнир решают, что везут меня на этот турнир. Uh-huh. Ну, я как бы, ну, я тренировался, ну, вроде не тренировался, знаешь, оно тоже как бы Демотивировало. эмоционально, эмоционально оно вроде ты, а вроде не ты, а едешь, не едешь, знаешь, и такая вот эта волокита. Uh-huh. Ну, и, получается, поехал я на тот турнир, и в первом бою я встречаюсь, с кем-то встретился. Ну, с испанцем. Испанец такой, я бы не сказал бы, что хороший, просто вот длинный и просто убегал. Uh-huh. Длинный такой перепуганный. Я вот вышел с ним, начал за ним гоняться. В итоге он отбегал эти 3 раунда, и отдали туда, и все, и прилетел. Вот так с Олимпиады я прилетел. Вот так я и прилетел. You know, this is sort of a sad story. It's a very unfortunate story, and I wonder if you often think about that and sort of look back and reminisce and think, gosh, if something would go differently, if I was preparing better, if I knew something that I didn't know at that time that I know now. Do you kind of look back? Is that something that is on your mind at all? Is that like a chip on your shoulder? Ну и что вспоминать? Ну, как бы у меня столько было случаев, если бы я за все переживал в боксе, то Да. все эти случаи, у меня столько было, вот, сколько мне победу не отдавали, сколько я боев, вот у меня много очень было боев, где я выигрывал, Uh-huh. ну просто поднимали руку в другую сторону. Uh-huh. Знаешь, то есть, если бы я за это все переживал, ну, это, я уже давно с боксом бы завязал бы, или у меня какой-то там нервный срыв был бы, но за все переживать тоже. Mm-hmm. И вот у меня такая позиция была, вот, это все перешагнуть и идти дальше. То есть, Mm-hmm. несмотря на это все там судейство, которое по любителям очень такое судейство плохое было. Mm-hmm. Особенно вот меня это касалось, очень плохое, здесь меня много раз засуживали. Я Слушай, на это не обращал внимания, шел дальше, через слезы, сжал зубы и вот шел дальше.